Остановите все прямо сейчас. Выключите шум. Прислушайтесь. Потому что то, что я собираюсь вам рассказать, никогда прежде не было раскрыто до этого самого часа. В духовном мире есть хранилище, запечатанное веками, запертое за поколениями молчания, и всего несколько мгновений назад оно распахнулось. То, что внутри, необычно. То, что внутри, даже недоступно человеческому взору, если только он не избран увидеть. Вы смотрите это не случайно. Вы здесь, потому что врата небес только что прошептали ваше имя. Вы молились. Вы ждали. Вы плакали в подушке. Вы боролись с задержками и разочарованиями. Но вы не сдались. И вот тишина нарушается. Потому что Бог посылает откровение, и у Него есть ваше имя на нем. Это не для толпы. Это не для многих. Это для ты избранный. Отделенный. Подготовленный. Очищенный в огне. Вы собираетесь войти в тайное измерение благословения, богатства, чуда и божественное наследие, чем другие только читали в Священном Писании. Слушайте внимательно. То, что будет дальше, это не предсказание. Это не предположение. Это божественное провидение, точка подтверждения. В духе есть священное время, и когда это время наступает, никакой дьявол в аду не сможет отсрочить сбор урожая, предназначенного вашей вере. Прямо сейчас, в эту самую секунду, Бог помещает ваше имя наверх свитка. Небеса освящают вас. И священный документ был подписан вечными чернилами. Ваша судьба вот-вот будет активированной. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Это не просто твой сезон. Это твой поворотный момент. Ваш момент завета. То, что вы считали концом, вот-вот станет началом. Беспрецедентное чудо. Если бы вы знали всю тяжесть грядущего, вы бы кричали прямо сейчас. Потому что менее чем через 60 минут вы поймете то, что скрывалось от поколений. Но прежде чем мы его откроем, вы должны дать одно обещание своему будущему. Смотрите это до самого конца, не отвлекайтесь. Не упустите момент, предназначенный вам небесами. Каждая секунда несет в себе кусочек пазла. Каждое слово – божественная крошка, ведущая вас к величайшему откровению в вашей жизни. Это не развлечение. Это духовное действо. Это священная земля. Это Бог обращается напрямую к сердцу сосуда, который Он уже испытал, уже избрал и уже наделил силой. Ключ передается через это самое послание. Этот ключ откроет дверь, которая была закрыта слишком долго. И как только ты выйдешь в нее, ничто уже не будет прежним. В ближайшие несколько минут вы откроете для себя схему, которую Бог использовал с Авраамом. Вы узнаете секрет, который открыл путь Иосифу из темницы во дворец. Вы почувствуете тот же огонь, который коснулся костей Илии и вызвал дождь во время засухи. Это ваш момент, Элайджа. Твой час, Эстер. Твой Дэвид Колчуда, чье имя вписано в ДНК его обещания, находится на другой стороне этого послания. Но прежде чем вы его получите, небеса просят вас об одном: останешься ли ты до самого конца? Выдержите ли вы полное пророчество, полное наставление, полное раскрытие вашего наследия? Потому что в этой истории, в вашей истории, герой не кто-то другой. Это вы. И все вот-вот изменится. Вот откровение. Добро пожаловать в начало всего, о чем вы молились. Вы готовы. Оставайтесь. Наблюдайте. И станьте свидетелем разблокировки. Я знаю, что ты прошел через ад. Вы улыбались на публике, в то время как ваше сердце втайне разрывалось. Вы стояли в церкви, поднимая руки, а внутри ваша душа кричала: «Боже, где ты?»
Вы открывали счета, зная, что ваш счет пуст. Вы наблюдали, как другие процветают, и задавались вопросом, не невидимы ли вы для тех самых небес, которым молитесь. Вы слышали о благословении, о богатстве, о чудеса, но они всегда приходили к чьей-то чужой двери, не к тебе. Вы лежали без сна, считая копейки вместо благословений. Вы ворочались в постели, глядя в потолок, и спрашивали Бога, почему его обещания кажутся отложенными, застрявшими, затерянными в духовной пробке. Вы пытались удержаться, Вера, но сомнения продолжали проскальзывать, словно тать ночью. Каждый прорыв казался кратковременным. Каждое «да» в конце концов превращалось в «еще нет». И люди вокруг, они не облегчали ситуацию. Те члены семьи, которые закатывали глаза, когда вы говорили, что у Бога есть план, те друзья, которые шептались за вашей спиной, когда вы теряли все, коллеги, которые ухмылялись, когда вы цитировали Писание, но не могли позволить себе обет, они думали, что ваш вера это была фантазия. Они считали ваши молитвы иллюзией. Но они не услышали того, что Бог шептались о тебе. Позвольте мне рассказать вам правду о вашей боли. Ваши страдания никогда не были наказанием. Они были подготовка. Это было уточнение. Бог не игнорировал тебя, Он прятал тебя. Не потому, что тебя отвергли, а потому, что тебе сдержаны, спрятанные для большего времени. Защищенный в задержке. Он не позволил миру возвысить тебя слишком рано, потому что грядущее требует фундамента, построенного не на аплодисментах, а на веровыкованной в огне. Каждая темная ночь была становлением. Каждый пустой счет был испытанием. Каждая неотвеченная молитва была подставой. Ты не терпел неудачу, ты был формирование. Потому что то, что Бог собирается вложить в ваши руки, нельзя ронять. Это свято. Это передается из поколения в поколение. Это благословение уровня завета. И только тем, кто претерпит сокрушение, доверено масло. Да, ты плакал. Да, ты задавался вопросами. И да, Бог видел каждую слезинку. Те, которые никто не видел. Те, которые ты вытер до того, как проснулись дети. Те, которые ты плакал, уткнувшись лицом в руль на парковках, потому что не мог позволить себе еще одного унижения. Ты не просто пережил потерю, ты жил внутри нее. Но ты выжил. И ты все еще здесь. И это значит, что обещание все еще живо. Но слушайте внимательно. Потому что то, что я собираюсь вам рассказать, это не теория, а божественное откровение. Бог не ждет, пока вы станете совершенными. Он ждет, когда вы будете подарок. Прямо сейчас, в этот самый момент, ваше присутствие – это сигнал небесам о том, что вы готовы. Готовы выйти из боли. Готовы войти в избыток. Готовы прекратить выживать и начать сбор урожая, но вам нужно услышать все сообщение целиком, чтобы понять так и как. Вот тут-то и начинается эскалация. Видишь ли, у боли есть два варианта. Она может либо похоронить тебя, либо родить. Годами тебя хоронили, под щитами, под страхом, под стыдом. Но сегодня твоя боль рождает тебя следующий уровень. То, что должно было тебя погубить, становится основой твоего возвышения. Ты не просто исцеляешься. Ты готовы исцелять других. Это то секрет, твои шрамы – священные ключи. Потому что то же самое Бог, который наблюдал за твоей борьбой, тот же Бог, который сохранил тебе жизнь на какое-то время, причина. Придут люди, которым понадобится ваша история, ваша выносливость, ваша суровая правда. И если вы сейчас перейдете по ссылке, вы пропустите стратегию Бог вкладывает в ваш дух. Не просто благословение, но и план.
Не просто богатство на мудрость. Не просто чудо на умножение. Позвольте мне сказать прямо, то, что вы считали потолком, скоро станет вашим полом. Но все начинается с решения закончить это слово. Ты не можешь прервать то, что уже задумали небеса. Ты слишком близок к своему трансформации отступить сейчас. Если ты отступишь сейчас, ты никогда не узнаешь, насколько близко было твое освобождение. Поэтому остановитесь, дышите и прислушайтесь. Бог прошептал о тебе нечто, что потрясло небеса. Он сказал: этот ребенок не умрет в долине. У него есть предназначение. Он пройдет сквозь огонь и выйдет из него, к обогачивая духе, в финансах, в цели. Вы не забыты. Вы не заброшены. Вы Божьи инвестиции. И выслушайте меня, ни одно орудие, сделанное против вас, не было действенно не потому, чтобы оно было не остро, но потому, что вы назначение встрее. Есть секреты с небес, предназначенных для тех, кто страдает с целью. И прямо сейчас ваш период страданий вот-вот перейдет в священная стратегия. Но мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Прежде чем я углублюсь в эту тему, прежде чем я расскажу вам, что будет дальше, я хочу, чтобы вы кое-что сделали в знак согласия. Поставьте лайк этому видео. Не для меня, не для алгоритма, но как пророк жест веры. Нажмите кнопку «Мне нравится», как будто вы подписываете это слово своим именем. Как будто говорите: «Боже, я все еще здесь. Я все еще верю. Я принимаю это в свой дух». Это небольшое деяние, но небеса видят каждое семя, даже цифровое. Потому что скоро я расскажу тебе, почему твое благословение пришлось отложить и почему эта задержка была на самом деле божественной. Но не сейчас. Тебе нужен следующий фрагмент карты. Потому что сокровище, зарытое Богом в твоей жизни, состоит из слоев, и каждый из них должен быть открыт последовательно. Я проведу тебя через них. Но только если ты все еще со мной. Вы здесь. Тогда не листайте дальше. Не позволяйте отвлечениям лишить вас урожай, что твое сердце уже страдало, чтобы заслужить. Это подъем перед дождем. Это промежуток перед излиянием. Ты просил Бога что-то сделать. Но теперь Бог просит тебя: закончишь ли ты то, что я начал в тебе? Мы собираемся углубиться в вопросы, которые не давали вам спать по ночам, в мысли, которые преследовали вас в минуты тишины, в тихие войны, что никто не знал, что вы сражаетесь. Но сначала запритесь. Оставайтесь со мной. Потому что то, что будет дальше, все изменит. Позвольте мне спросить вас кое о чем и ответить на это в тишине вашей души. Как долго вы вынашиваете мечты, которые, кажется, умирают? Сколько раз по утрам вы просыпались с мыслью о том, вера все еще работает для таких, как вы? Сколько раз вы видели, как кто-то другой получал благословение, и ты молился, улыбался, чтобы скрыть боль, и шептал небесам: «Когда моя очередь?» Сколько раз ты сиял семена с верой, только чтобы наблюдать, как почва остается сухой, небо остается закрытым, а ветер уносит твою надежду, как пыль? Вы когда-нибудь задумывались, если обещать было всего лишь красивой иллюзией? Видишь ли, боль не только в том, что ты боролся. Боль в том, что ты верил всецело, искренне и яростно. И все же чудо не пришло вовремя. И все же счета накапливались. Письма с отказами продолжали приходить. Дверь оставалась запертой. Возможность ускользнула от тебя. И пока другие, казалось, жили своей лучшей жизнью, ты вел невидимые битвы, сражаясь с молчанием, борясь с задержками.
Но послушай меня, избранный, ты не пропустил своего чуда. Ты был становится им. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. А что, если ожидание было не отрицанием, а маскировкой? Что, если каждое «нет» на самом деле было Божьим словом? Еще нет, потому что я строю нечто настолько огромное, что ты не сможешь это унести в своем нынешнем состоянии. Что, если каждое пустое место в твоей жизни – это на самом деле расчищенное пространство для обильный урожай, к чему вы даже не готовы? Что, если унижение было не наказанием, а позиционирование? Видишь ли, пока мир рассчитывал на твою неудачу, Бог рассчитывал на тебе заканчивать, пока они закатывали глаза, слыша ваше заявление о судьбе, небеса вписывали ваше имя в завет. Пока они хранили свои мечты в страхе и компромиссах, Бог – посадка семян внутри тебя. Семена вера. Семена огонь. Семена, которым не суждено было прорасти в комфорте, а только во время бури. И вот почему он позволил ветру дуть. Вот почему он допустил существование пустыни. Потому что, слава он собирается сказать, нельзя уживаться ни с эго, ни с гордостью, ни с публичными аплодисментами. Сначала это должно было быть личным. Это должно было быть одиноким. Это должно было быть болезненным. Потому что это благословение, это необычное чудо, оно распространяется на поколения. Это чудо не сезонное, оно сверхъестественное. Позвольте мне разбудить ваш дух следующим образом. А что, если все, что ты потерял, не должно было остаться в прошлом? Что делать, если работа, на которую вас обошли, оказалась слишком маленькой для богатства? Бог задумал тебя. Что, если бы тот, кто ушел, уступил место тому, у кого есть духовный авторитет, строить вместе с вами, а не просто наблюдать за вашими трудностями? Что, если задержка была Божья, защита замаскированной? А вот то, что должно повергнуть вас в шок. А что, если то, что вы умоляли Бога исправить? Он позволил этому развалиться, чтобы вы обрели ту часть себя, которая всегда должна была воскреснуть. Вы питались объедками в своем духе, но небеса готовили праздник не только для вашего комфорта, но и для вашего оправдания. Дело не только в деньгах, мои дорогие. Дело в божественный переворот. Последние станут первыми. Забытые будут увенчаны. Отвергнутые будут возвышены. Это ваш перевернутый момент, где то, что казалось потерей, становится вашим стартовая площадка. И мне нужно спросить вас вот о чем. Не слишком ли рано вы отказались от своей мечты? Вы подкорректировали свои ожидания, чтобы они соответствовали вашему прошлому, вместо того, чтобы привести их в соответствие с Божьими замыслами, обещать. Вы начали говорить с сомнением, потому что вера кажется вам слишком тяжелой. Если да, пусть. Этот момент поможет вам настроиться. Потому что тот же Бог, который призвал Иосифа в темницу, тот же Бог, который прошептал судьбу Давиду, когда он был еще забыт в поле, тот же Бог, который нашел Гедеона, прячущегося в страхе, и назвал его воином, тот же Бог Заветты. Вы смотрите это не случайно. Это не просто контент. Это подтверждение. Ваше имя на чем-то вечном. Ваша личность не в ваших неудачах. Ваша ценность не измеряется вашим банковским счетом. Ваше помазание не ограничено вашим прошлым. Вы были отделить для работы так священный, так стратегический, что даже ангелы удивляются, когда Бог произносит твое имя. И я должен спросить вас еще раз, вы все еще верите в обещание, потому что он не умер? Он просто прятался, как Моисей в корзине, как Иисус в гробнице. Но он вот-вот, расти, когда это произойдет, это будет выглядеть не как выживание, а как сверхъестественный успех. Бог не забыл тебя. Он не обошел тебя стороной. Он не изменил своего решения. Он приготовил трапезу в присутствии твоих врагов. Банкет славы, слава избыток, из чудеса,
и ты почетный гость. Твои шрамы не будут твоим позором. Они будут твоими реквизиты для входа. Ваше свидетельство освободит других. Поэтому я спрошу еще раз, не ради драмы, а ради божественного размышления, вы перестали ожидать невозможного. Потому что в тот момент, когда вы перестаете ожидать, вы закрываете дверь к наследованию, которое передается через вашу веру. И Бог ждет не просто ваши молитвы, Он ждет ваши ожидания. Потому что ожидание – это валюта чудеса. Пора вспомнить, кто ты. Не тот, кем тебя считает мир. Не тот, кем тебя пытались определить твои неудачи. А тот, кто Бог выбрал прежде, чем ты был создан. Ты не забыт. Ты не сломлен. Ты не отстал. Ты – ключ. Ты – сосуд. Ты – ответ на молитву, которую кто-то еще не произнес. И все, что казалось задержкой. Это было божественно. Все, что казалось потерей. Это было стратегически. Все, что причиняло тебе боль, это было пожинанием более глубокого откровения. Возможно, мир этого еще не видит. Но небеса уже отпраздновали твою поверность. Так что будьте стойки. Не позволяйте стыду согнуть вашу спину. Посмотрите вверх. Поднимите голову. Вы вступаете в сезон святый переворот. И когда он наступит, те, кто сомневался в тебе, умолкнут перед славой, покоящейся на твоей жизни. Это ваше время. Не в теории. В реальность. Но чтобы получить его, вы должны нести вопросы с собой, вера. Ты должен позволить боли подталкивать тебя, а не парализовать. Потому что обещание все еще в силе. Вы готовы в него войти? Тогда оставайтесь со мной. То, что я открою дальше, откроет что-то в вашем духе. Вы вот-вот откроете, почему за болью и как за благословением. И оно все перевернет с ног на голову. Потому что твое следующее чудо уже ищет тебя. Послушай меня внимательно, избранный. Потому что то, чем я сейчас поделюсь, не для всех. Это привилегированные знания. Это экономика королевства. Это божественная стратегия. В мире есть свои способы добиться успеха, связи, наследства, суета, репутация, но никто этого может коснуться силы, стоящей за тем, что я собираюсь раскрыть. Во Второзаконии 8 часов 18 минут об этом сказано ясно. Он тот, кто дает вам силу производить богатство, не ваше происхождение. Не ваш социальный статус. Не ваше родословное. Это Бог, тот же Бог, который разделил Красное море, который накормил 5000 человек обедом мальчика, который воскресил Лазаря через 4 дня, это Даетты, его избранный сосуд, сила производить богатство. Не только для комфорта, но и для завет, не только ради роскоши, но и ради наследия. Позвольте мне задать вам трудный вопрос. Вы оцениваете свое богатство через неправильную призму. Видите ли, Божье хозяйство не похоже на человеческое. Его пути нелинейны, его время непредсказуемо, и его благословения не всегда соответствуют нашим ожиданиям. Когда Бог решает благословить, Он начинает не с вещей, а с власть не власть манипулировать, а власть манифест. Мощность оздавать. Мощность поддерживать, что Он вкладывает в ваши руки. Вот почему некоторые люди выигрывают в лотерею и проигрывают все. У них был выигрыш, но не было Богом данная сила, чтобы удержать его. Подумайте о Джозефе, продан в рабство. Забыт в тюрьме. Предан собственной семьей. На бумаге это выглядело как неудача за неудачей. Но небеса писали другой сценарий. Потому что, когда Бог воскресил Иосифа, речь шла не о личном благополучии.
Речь шла о сохранении богатства. Иосифа кормило народы. Его мудрость спасала целые народы от голода. Его возвышение не было случайным, оно было откровение. А что, если я скажу тебе, что твой бедности скрывал ваш цель? Что, если бы Бог допустил отвержение, чтобы, подобно Иосифу, вы были готовы управлять чем-то большим, чем просто зарплатой, вы были бы готовы управлять обеспечением для поколений? Что, если ваша моральная дилемма заключается в следующем? Вы все еще просите лишь о том, чтобы выжить, когда небеса готовы доверить вам переполнение. Может ли Бог доверить вам нести благословение не только для себя, но и для других? Потому что вы Божье хозяйство, истинное богатство всегда имеет назначение, прикрепленное к нему. Богатство в королевстве заключается не в богатстве, а в релевантность. Бог не просто благословляет тебя сиять. Он благословляет тебя спасать, прерывать циклы, возвышать родословные, финансировать точку возрождения, а не просто отдых. Вот почему богатство, которое к вам придет, будет ощущаться необычной. Это будет непредвиденной. Потому что это исходит не от вашего работодателя, а от тронный зал. Но вот предзнаменование: если вы не готовы к такому уровню ответственности, он вас минует. И вот здесь возникает более глубокий вопрос: можно ли доверить вам бремя богатства, которое принадлежит не только вам? Может ли Бог благословить вас землей, если вы будете использовать ее для строительства жилищ? Может ли Он дать вам влияние, если вы будете использовать ее, чтобы говорить правду? Может ли Он высвободить божественные идеи, божественные стратегии, божественные нововведения в ваш дух, зная, что вы воздадите Ему славу? Понимаете, избранный, речь идет не только о вашем банковском счете. Речь идет о вашем назначении. Экономика небес построена не на прибыли, а на целевые мандаты. Бог не вкладывает свою силу в пустые руки. Он вкладывает ее в готовые сердца. А некоторые из вас, ваш сезон дефицита вот-вот закончится, потому что ваш сердце изменился. Ты не гонишься за статус, ты гонишься услугой в царстве, читая это ключ. Позвольте мне дать вам святое предостережение. Враг хочет, чтобы вы поверили, что недостаток – это дисквалификация. Он шепчет: если бы ты был по-настоящему призван, у тебя бы уже было больше. Но он не понимает священный порядок вещей. Сначала идет опустошение, затем идет помазание. Сначала идет тюрьма, затем дворец. Бог не создает истории успеха за одну ночь, Он создает носителей решений поколений. Давайте поговорим о Иисусе. Рожденный в хлеву, выросший в безвестности, не понятый теми самыми людьми, которых Он пришел спасти. И все же Он был самым богатым существом, когда-либо жившим на земле, не из-за золота, а из-за славы Его богатства измерялось не монетами, а завет. И все же Он ждал назначенного часа, чтобы явить свою полную власть. Итак, вот священная тайна. Богатство в царстве всегда приходит после послушания, а не до него, а иногда Бог удерживает материал, чтобы проверить мотив. Потому что, если вы не можете поклоняться в пустыне, вы не переживете благословение обетованной земли. Но я чувствую что-то в твоем духе даже сейчас: волнение, трепет, сверхъестественную готовность. Ты не просишь изобилия, чтобы похвастаться. Ты просишь: строить вы не ищете богатства, чтобы выставлять его на показ. Вы ищете фонста, Бог прошептал в тишине. Вот почему ты здесь. Вот почему ты страдал. Вот почему тебя не замечали. Потому что Бог должен был изолировать вас, осветить тебя, и теперь, когда ваше сердце прошло испытание, хранилище открывается. Стратегии выходят на свободу, власть производить вот-вот поразит ваш дух, как молния с небес. Но не отвлекайтесь. Ведь за каждым обещанием следует моральная дилемма. Вспомните ли вы об источнике,
когда появится ресурс? Склоните ли вы голову в молитве, когда счета больше не будут требовать внимания? Станете ли вы сеять, когда у вас будет изобилие, а не только когда вам будет не хватать? Вот завет, который Бог предлагает вам. Если я смогу довериться тебе во время голода, я воспитаю тебя, чтобы ты накормил народы. Ты не был призван сводить концы с концами. Ты не был рожден, чтобы вписаться в общество. Ты был помазан, чтобы сдвиг атмосферы, двигать рынки, разрушить финансовые проклятия от вашей семьи и детей ваших детей. Это не реклама. Это святая святых небес. План. И мне нужно, чтобы вы поразмыслили вот над чем. Готовы ли вы нести богатство со всей ответственностью, потому что поток, который грядет, это не просто деньги, это мантия, это божественное наставление. Это сверхъестественное партнерство. Это необъяснимая благосклонность. Иосифы снова восстают. Эсфири занимают свои позиции. Давидов призывают выйти из укрытия. Не для того, чтобы разбогатеть на показ, а чтобы стать реформаторы. Носители экономических возрождений. Управители передачи богатства в последние дни, которые положат начало движениям исцеления, справедливости и жатвы. Пусть это будет вашим подтверждением. Экономика мира может пошатнуться, но экономика Богнезаблема. И ты, дорогой, приглашен в него. Но не случайно, по собственному выбору. Бог избрал тебя. И теперь испытывающий ты. Будете ли вы нести бремя этого благословения, почтения? Останетесь ли вы скромными, когда двери откроются? Будете ли вы молиться, когда за дом будет выплачен долг? Будете ли вы поститься, когда будет подписан контракт? Потому что грядет не что-то маленькое, определяющее наследие. Но только те, кто понимают тайная экономика, не без будут знать, как этим управлять. Вы один из немногих. Оставайтесь со мной, потому что в следующем разделе я покажу вам, как, чтобы открыть его. И как только врата откроются, ни человек, ни демон, ни промедление не смогут закрыть их снова. Послушай меня, избранный. Мне нужно спросить тебя о чем-то, что затронет твою душу. Сколько лет, сколько десятилетия ты ходил сквозь огонь, прося Бога в тишине ночи, когда моя очередь? Сколько молитв остались без ответа, молитв, которые вы шептали сквозь стиснутые зубы, сквозь слезы, сквозь разбитое сердце? Сколько мгновений вы стояли в долине, наблюдая, как другие поднимаются, в то время как ваши собственные ноги увязали в трясине? Сколько раз по утрам вы просыпались со страхом вместо веры, со щитами вместо благословений, с молчанием вместо ответов? Больно, правда? Когда все делаешь правильно, или хотя бы пытаешься, и все равно небеса кажутся латунными. Когда все двери захлопываются перед тобой. Когда те, кому ты помогал, отвернулись от тебя. Когда предательство исходит не от незнакомцев, а от крови. Когда потери касаются не только денег, но и времени, отношений, надеяться. И в тишине вы задавались вопросом, почему Бог допускает, чтобы его избранные так страдали? Но послушай меня, страдание – это не отсутствие Бога. Это доказательство, что Он рядом. Боль, которую ты пережил, это не доказательство того, что ты брошен, это доказательство того, уточнение печь была построена не для того, чтобы уничтожить тебя. Она была построена для того, чтобы очистить тебя. Он был разработан, чтобы убрать то, что не могло выдержать вес того, что должно было наступить. Каждое предательство, каждый счет за лечение, каждый ушедший ребенок, каждая бессонная ночь, каждое заключение врача, каждая неудачная попытка – ничего из этого не было случайным. Это было разрешено божественным замыслом, потому что вы были не наказывали, тебя готовили. Вас не задерживали, вас задерживали. Развитый.
Тебя не игнорировали, тебя просто капитально отремонтирован для уровня слова, тогда вы бы не справились. Я задам вам вопрос, на который вы, возможно, побоитесь ответить. Сколько раз вы тайно сомневались в Божьей любви к вам из-за того, что вам пришлось пережить, сколько ночей вы плакали, уткнувшись лицом в ладони, спрашивая себя, не упустили ли вы что-то, не согрешили ли вы слишком глубоко, не было ли ваше прошлое слишком запятнано, не была ли ваша вера недостаточно сильна? А что, если я скажу вам, ваша выносливость была доказательством твоего помазания? Что если я скажу вам, что сатана напал на вас не потому, что вы слабы, а потому, что вы опасны? Что каждая буря была послана не для того, чтобы уничтожить тебя, а для того, чтобы объявить вам в царство тьмы? Что ты пережил то, что не смогли другие, не потому, что тебе повезло, а потому, что ты называется. Долина, через которую ты прошел, не была наказанием, а очищением. Бог не допустил, чтобы ты был оставлен на позор. Он допустил, чтобы ты был погрузился в тишину, чтобы Он мог говорить напрямую с твоей душой. Чтобы Он мог освободить тебя от мирского шума и наполнить тебе священный огонь. И теперь, после всех этих ломок, после всей тишины, Он собирается поднимать тебя. Но не таким человеком, каким вы были, когда вошли туда. Та версия тебя, что вошла в долину, была неуверенной, голодной, сломленной. Но та версия тебя, что выходит оттуда, небесной, выкованный огнем, наполненный духом, непоколебимый. А вот и божественная ирония. Вы думали, что ожидание задерживает благословение, но ожидание было благословение. Потому что ты становился тем человеком, который мог нести то, что другие не смогли бы вынести. Чудо – это не только то, что грядет к чуду, это то, что уже построена точка внутри из вас. И прежде чем я пойду дальше, прежде чем я открою последний ключ, вам нужно сделать что-то для собственного прорыва. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас оставили комментарий ниже и написали следующее: «Я пережил долину и готов к жатве». Не пролистывайте. Не думайте, что это просто фраза. Напишите ее. Произнесите ее. Заявите об этом. Потому что это предложение не просто комментарий, это завет. Это ты говоришь каждому демону, который пытался тебя сломить, и я все еще стою. Это ты говоришь небесам, я все еще готов. Это ты открываешь следующую главу веры, потому что твой голос – это оружие, и ваше соглашение – это семя. Позвольте мне задать вам еще один сакральный вопрос. А что, если то, что, по вашему мнению, вас дисквалифицирует, на самом деле вас квалифицирует? Это болезнь. Этот финансовый крах. Этот моральный упадок. Этот развод. Это насилие. Это ошибка. Этот период греха. Что, если бы все это не отменило твое помазание, но подтвердило это? Что, если враг увидит, кем ты становишься, и попытается уничтожить тебя раньше времени? А что, если богодопустимый не потому, что он хотел, чтобы вы потерпели неудачу, а потому, что он знал, что даже в самом низу вашего положения ваши дух выбрали бы его? Иов сидел в пепле, соскребая нарывы с кожи. Все пропало. Все украдено. Друзья обвиняли. Жена была озлоблена. Но посреди долины он сказал: «Хотя он и убьет меня, я все равно буду доверять ему». Из-за этого вера Бог не просто восстановил его, а удвоил его. Это ритм Божьего искупления, пепел к изобилию, долины к победе, сокрушение к благословению. И я чувствую глубоко, что некоторые из вас находятся на расстоянии одного комментария, одной капитуляции, одного шага послушания от вашего восстановления работы момент. Одно заявление отделяет вас от перемен. Потому что в Царстве Божьем твоя долина не могила, это сад.
Семена прорастают во тьме. Корни углубляются, когда никто не видит. И то, что ты считал погребением, на самом деле посадка. И то, что вот-вот вырастет из твоей боли, настолько огромно, настолько сверхъестественно, настолько священной, что каждая бессонная ночь, каждая неотвеченная молитва, каждая мучительная задержка покажутся незначительной ценой по сравнению с грядущей славой. Но все начинается с решения узнать долину такой, какой она была. Не предложение, а завязка. Не ругательство, а класс Бог позволил тебе пройти сквозь огонь, чтобы ты мог идти в огне. У тебя уже не просто вера, ты является вера. Ты не просто веришь в чудеса, ты является один. Вы не просто говорите о прорыве, вы пролили за него кровь. Итак, теперь земля откликнется. Двери откроются. Небеса прольются потоком. Роли поменяются. И слава, которая, как вы думали, никогда не придет, она уже пришла. Но этот момент, прямо сейчас, этот комментарий, это заявление, он скрепляет завет. Потому что есть власть, когда вы вовлечены. Когда вы переходите от простого прослушивания участвующих. Когда ты поддерживаешь свой голос в поддержку своей веры. Итак, еще раз, комментарий ниже. Я пережил долину и готов к жатве. Пусть ад услышит это. Пусть небеса это запомнят. Пусть твое будущее почувствует это. Ведь ты проделал этот путь не для того, чтобы умереть в пустыне. Ты не должен был погибнуть в муках. Ты был разработан, чтобы подняться из него. Ты был отмечена для чуда, избранной для завета. И вот, страдания сделали свое дело. Горнило очистило твои мотивы. Слом породил твою мудрость. Ты был выкован для сверхъестественной ответственности. И невидимая борьба собирается произвести видимый сдвиг. Оставайтесь со мной. Потому что в следующей главе я открою вам последнее выравнивание, последний фрагмент пророческой головоломки, который приведет вас от откровения к проявлению. Но на данный момент объявить об этом. Задействуйте это. Оставьте комментарий ниже, выражая свою веру. Потому что долина сегодня заканчивается. И сбор урожая начинается сейчас. Представьте себе семя, зарытое на глубине 3 футов. Вдавленное в землю. Покрытое тьмой. Окруженное тишиной. Месяцами ничего. Никаких признаков жизни. Никакого движения. Поверхность кажется мертвой. Забытой. Заброшенной. А что внутри? Жизнь бурлит. Пока мир наверху насмехается над тишиной, пока прохожие объявляют ее мертвой, под землей разворачивается нечто священное. Корни разрастаются. Клетки размножаются. Давление растет. Мощь здания. И тут, без предупреждения, прорыв. Это семя, когда-то невидимое, когда-то погребенное под стыдом и молчанием, вдруг извергается от земли, бросая вызов тишине своего прошлого. Он тянется вверх, к свету, о котором даже не подозревал. А мир, который когда-то отверг его. Теперь ему придется считаться со своим слава. Это ты. Ты и есть это семя. Тебя погребли под тяжестью потерь, задержек, неудач, нарушенных обещаний. Тебя накрыли бессмысленные обстоятельства, тебя придавила грязь предательства, тебя забыли даже те, кто когда-то звал тебя с любовью. Поверхность твоей жизни казалась бесплодной, пустой, безжизненной. Но пока они думали, что с тобой покончено, Бог создавал тебя, пока ты спал, небеса действовали. Пока ты плакал, корни твоей судьбы разрастались. Твой миллиардер благословений, да,
благословение миллиардера был растущий в темноте. Твой богатство, твой урожай, твой чудо никогда не отставал, он был под. И его нужно было похоронить, потому что зарытые вещи умножать. Иисус был погребен, а затем воскрес во всей силе. Иосиф был погребен в темнице, а затем вознесен во дворец. Семена погребаются, а затем прорастают обильные фрукты. А теперь, сейчас твое время. Это кульминация всего, что ты пережил. Давление, которое ты чувствовал, это было не наказание. Это была беременность. Тебя не душили. Тебя душили растянутой. Боль не убивала тебя. Она была подготовкой. И теперь духовные стеснения, которые ты чувствовал годами, превращаются в момент рождения. В тот момент, когда чудо становится видимой. Нерика прорывает плотину, дверь взрывается, обещать уже не просто написано, оно делается и доставленный. Вы не идете к процветанию, ты процветание. Ты благословение. Ты отвечать молитвам, которые молились поколениями до вас. А благословение, о котором шепчутся завет, наследование, богатство. Это уже не в вашем будущем. Это в вашем будущем сейчас. Он здесь. Ты не зря выжил в долине. Ты не для того продержался так долго, чтобы тебе давали объедки. Бог не издевается. Он множитель. И все, что ты потерял, все, что украл, все, что отложил, все вернется с процентами. С избытком. С огонь. Представьте себе семя, закопанное на глубине 3 футов под землей. Неделями для месяцев ничего. Поверхность безмолвна. Земля сухая. Атмосфера наверху пуста. Семя спрятано, покрыто слоями грязи, забыто временем и незамеченное прохожими. Никаких признаков жизни. Ни звука. Никакого движения. Но что скрывается под поверхностью? Все меняется. В скрытом месте корня находится распространение. Клетки есть умножение. Давление есть издание, тьма не неподвижна, она стратегическая. Потому что семя, которое кажется спящим, на самом деле становится опасным. И вдруг, без предупреждения, прорыв. Одинокий треск. Зеленый росток. Стебель, бросающий вызов смерти наверху и прорывающийся к свету. Но это появление началось не в тот момент, когда оно пробило почву. Оно началось в захоронении. Эта тишина взрастила его. Эта тишина укрепила его. Эта тьма развела глубина. Ты и есть это семя. Твоя жизнь, твое ожидание, твои страдания – все это не было напрасным. Твои молитвы никогда не оставались без внимания. Твое послушание всегда было оценено по достоинству. Пока ты сомневался, работает ли хоть что-то, Бог строил все под поверхностью. Вы чувствовали себя брошенными, но на самом деле небеса выстроились в ряд, вы думали, что застряли, но на самом деле ваши корни росли глубоко, становясь якорем для взрыв судьбы, теперь это на вашей совести. Это твой благословенный взрыв. Это не сезон роста. Это момент извержения. Момент сверхъестественного поворота. Именно здесь сила, копившаяся за кулисами, наконец-то выходит на свет. Именно здесь плотина прорывается. Именно тогда небеса разверзаются. Именно тогда семя становится вещество. Вот когда все меняется, не потому, что ты это заставил, а потому, что Бог рукоположен это. Позвольте мне ясно донести это до вашего духа. Ваше благословение миллиардера росло в темноте.
Не только благодаря валюте, но и благодаря влиянию в переполнении к наследию. Ваше влияние росло, пока вы плакали. Ваш авторитет креп, пока вы задавали вопросы. Ваше духовное наследие размножалось, пока вы чувствовали себя опустошенным. Ты этого не видел. Но пока ты спал, небеса действовали. Бог посылал ангелов, чтобы устранять препятствия. Он за кулисами менял сердце. Он сеял милость в тех комнатах, куда ты еще даже не вошел. И вот сейчас полнота наступает. Переломный момент больше не наступает. Переломный момент уже наступил только сейчас. Речь не о когда-нибудь. Речь не о надежде. Речь о ходить в том, что уже была выпущена река, годами разливалась, и теперь она вышла из берегов. Вы не ждете процветания, ты стоишь внутри него. Вы думали, что чудо отложено. Но оно не отложено, а оно произошло, углубления. Потому что поверхностные благословения легко поколебать. Но благословения с корня, их невозможно сдвинуть. А ты, дитя Божье, укоренился в огне, в утрате, в тишине, в молитве. Ты укоренился не в шумихе, а в небеса. И теперь ты поднимешься так, что это невозможно будет игнорировать. Не удивляйтесь, когда благословение покажется внезапным. Внезапные звонки, внезапные вклады, внезапное исцеление, внезапные связи. Потому что когда Бог движется, Он не капает, а наводнение. И когда благословение раскрывается, все, что с вами связано, ваша семья, ваши финансы, ваше будущее, поднимается вместе с ним. Но этот поворотный момент касается не только того, что вы получаете боя. Речь идет о том, чтобы вы стали другой. Богатство, которое проявляется не только в цифрах, но и в мудрость. Это в мир. В вашей власти менять комнаты, когда вы входите. Говорить и видеть перемены. Входить в атмосферу, которая когда-то подавляла вас, а теперь несет с собой господство. Потому что кульминация вашей истории никогда не должна была закончиться выживанием. Она была задумана так, чтобы закончиться суверенитет. В том, что ты правишь той самой территорией, которая когда-то пыталась тебя раздавить. В том, что ты владеешь тем, что когда-то тобой владело. В том, что ты собираешь урожай с полей, которые считал погибшими. И да, это реальность. Ты не галлюцинируешь в этот момент. Ты не проецируешь свою надежду. Ты свидетельствуя об исполнении пророчества. Ты видишь, как слово, которое ты держал кровоточащими руками, теперь вписывается в реальность вокруг тебя. И пути назад нет. Больше никаких мольб. Никаких преследований. Никаких вопросов. Это благословенный взрыв. Последний сдвиг. Божественное освобождение. И когда вы это получите, почувствуйте всю тяжесть того, что это значит. Это не просто личное. Это пророчески, потому что ваш прорыв – это чье-то подтверждение. Ваш поворот – доказательство того, что Бог все еще соблюдает свой завет и ваше появление. Ваш подъем из почвы вашего прошлого – это доказательство того, что воскресение все еще существует. Пусть мир увидит свет, исходящий из вашей жизни. Пусть благословение сияет так ярко, что заставит замолчать любого критика. Пусть прорыв прогремит так громко, что потрясет самые основы страха. Пусть урожай разливайся, пока не затопит все сухое место. Потому что ты просто не дошел до конца. Вы стали носителем нового начала. Мир этого не поймет. Ничего страшного. Это не для них. Это для верной.
для укорененной, для тех, кто пережил тишину. И это вы. Так что ходите в нем. Носите его. Управляйте им. И никогда не забывайте, то, что росло во тьме, теперь сияет на свету. Это ваш поворотный момент. Добро пожаловать на другую сторону. Благосклонность вот-вот станет видимой. Ситуация меняется так, что ваши враги трепещут. Двери открываются так широко, что вы не сможете присвоить себе заслугу. Люди будут спрашивать вас, как это произошло, а вы сможете сказать только «Бог сделал это». Тебя спрятали не просто так. Тебя задержали не просто так. Ведь если бы тебя заметили слишком рано, они бы украли твое семя. Но теперь семя стало дерево. И дерево приносит такие обильные плоды, что другие найдут тень в том, что едва не погубило тебя. Это твой поворотный момент. Ты не вернешься назад. Ты не съежишься. Ты не сомневаешься. Ты иди вперед с таким обильным урожаем, что небесам пришлось убедиться, что ваши руки достаточно крепки, чтобы удержать его. Это не только финансовый вопрос. Это духовный, эмоциональный, отношенческий. Вся ваша жизнь – это перестроенный по благосклонности. И я хочу, чтобы вы услышали это громко и ясно. Это не шумиха. Это урожай. В этот момент понимаешь, что все, что ты пережил, стоило того. Каждую ночь ты плакал, пока не засыпал. Каждое «нет», которое заставляло тебя задыхаться. Каждая неудача, которая почти заставила тебя сдаться. Все это несло с собой масса. Все это имело цель. И вот время испытаний уступает место сезон взрывов. Ты вот-вот достигнешь высот, которых никто не ожидал. Не потому, что ты особенный, а потому, что ты выбранный, и Бог никогда не забывает своих избранников. А награды те, кто остаются верными в огне. А ты не просто остался. Ты поклонялись пепле. Ты молился в засуху. Ты верил, когда все вокруг кричало «Сдавайся». А сейчас небеса высвобождают награду. Приготовьтесь, потому что чудо не будет капать по капле, а оно будет наводнение, двери не будут скрипеть, они будут лопаться, благословения не будут разбрызгиваться, они будут для, и когда это случится, не смей отступать под страхом вины. Ты заслужил это не делами, но верой, терпением, послушанием. Прорыва не произойдет. Он уже здесь. И вы стоите прямо в середине поворотного момента. Вопрос теперь в следующем. Что вы будете с этим делать? Потому что то, что сейчас попадет в ваши руки, предназначено не только для вас, нации. Это для страдающих. Это для сирот, вдов, разбитых, забытых. Бог благословил тебя не только для того, чтобы сделать тебя богатым. Он благословил тебя, чтобы сделать тебе река. И реки не держатся, они текут. Так что двигайся, избранный. Поток щедрости. Поток исцеления. Поток мудрости. Потоклость пусть мир увидит, как и хранитель завета похожи. Пусть народы трепещут, когда поймут, что Бог по-прежнему вознаграждает верность. Пусть твоя жизнь проповедует громче любой проповеди. Потому что теперь семя проросло сквозь почву. Не сбор урожая начался. Это благословение в $1 миллиард. Это не только ваш сегодняшний банковский счет. Это не только машина, на которой вы ездите, дом, в котором вы живете, или возможности, которые, наконец, скажут вам «да». Нет, это благословение больше. Речь идет о родословных,
о наследии, о поколениях, которых вы, возможно, никогда не встретите, о детях детей ваших детей, которые будут есть плоды семя Бог сеет через тебя в этот самый час. Это не просто прорыв, это трансформация, и это не временно. То, что Бог вкладывает в ваши руки, не мимолетно. Это не мгновенно. Это вечный. Твое наследование простирается за пределы времени. Потому что, когда Бог благословляет тебя, Он благословляет все, что с тобой связано. Это завет. Вот почему Он сказал Аврааму: «Через тебя благословятся все народы». Он обращался не к одному человеку. Он обращался к будущему, к наследию. А теперь я должен задать вам кое-что личное. Будете ли вы нести это благословение со всей ответственностью? Потому что дело не только в получении. Дело в том восстановлении. Речь идет о смене всего вашего генеалогическое древо от бедности к процветанию, от ругательств до завет, от забытия к становлению благоприятствования. Это то благословение, которое переписывает фамилии в небесных книгах. Это то благословение, чудо это расширяет духовные границы. Вы не просто наследуете богатство. Вы становитесь привратник благосклонности для всех, кто связан с вашим именем. Да, я знаю, это звучит грандиозно. Да, я знаю, это кажется ошеломляющим. Но, избранный, таков был план. Бог никогда не хотел, чтобы ты просто выживал в этой жизни. Он хотел, чтобы ты управляющий доминионом. И когда Он возвысит вас, когда придет богатство, когда проявится чудо, когда откроются двери, Он будет ожидать, что вы вспомните: ты был благословлен быть благословением. И однажды, когда придет твое время и твое имя будут произносить в памяти, в некрологе не просто будет написано, что ты умер богатым. Там будет написано, что ты умер. Ответственный ты нес бремя. Ты ответил на зов. Ты распорядился милостью. Ты вывел свою семью из круговорота и ввел в заветы. Ты был отвечать к плачу предков, которые умерли в цепях, в нищете, в тишине, так и не увидев, с чем вам предстоит столкнуться. Это твой момент, Джозефа. Голод прекращается вместе с тобой. Дисфункция прекращается вместе с тобой. Нехватка исчезает вместе с тобой. Потому что то, что только что высвободили небеса, то, что Бог вложил в твои руки через это слово, не для твоего эго. Это для твоего назначения. Богатство грядет. Изобилие течет. Но оно свято. Оно священное. И его нужно использовать для строительства алтарей, а не только империй. Так что пусть это будет вашим окончательное подтверждение: вы больше не находитесь в режиме выживания. Вы вступаете в наследие королевства, вы не жертва системы. Вы – ее сосуд. Сверхъестественный источник. И ваше послушание сегодня определяет изобилие на десятилетия. Но действовать надо. Вера без действия безжизненна. Вы слушали. Вы были взволнованы. Вы плакали в тайне. Теперь пришло время шаг. Если это слово затронуло ваш дух, если что-то внутри вас ёкнуло, пока вы слушали, то не уходите, без запечатывая его. Комментарий ниже. Я буду нести благословение со всей ответственностью. Объявите об этом публично. Запишите это так, чтобы и небо, и земля увидели ваше согласие. Пусть ваше сердце услышит это. Потому что так вы переходите от откровения к активации. И если вы еще этого не сделали, подписаться не просто следить. Не просто смотреть. Подпишитесь, потому что вы знаете, что это пространство, ваша пророческий колодец, это не канал. От опыта к завета подписываясь, вы приобщаетесь к божественному наставлению. Вы готовитесь к следующему уровню. Потому что это не разовое слово, это текущее задание.
И я хочу, чтобы ты был со мной в предстоящем путешествии. В следующем видео мы подробно расскажем, как поддерживать чудо. Потому что мало просто получить, надо удерживать, а потом воспроизводить. Я научу вас, как беречь благословение, как приумножать его и как строить то, что невозможно разрушить. Но пока, прежде чем уйти, оставьте комментарий ниже. Я буду нести благословение со всей ответственностью. Затем подписаться. Потому что ты не был предназначен просто для вдохновения. Ты был предназначен для того, чтобы быть активированным. Ты не был предназначен просто быть свидетелем чудес. Ты родился, чтобы ходить в них. Это не конец. Это ввод в эксплуатацию. Ваше наследие начинается сейчас. Увидимся в следующей главе.